P. Diddy в мире покера. Воровство миллионов на мировой серии. Вы на Покер.ру, канале крупнейшего ресурса о покере в Рунете. Это 9-й выпуск покерных скандалов. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И поставьте нам лайк, если такой формат видео вам нравится. Совладелец Hustler Casino Life Ник Вертучи обвиняется в сексуальных домогательствах и запугивании. Джулия Макбрайд, юрист из Южной Калифорнии и покеристка упомянутого шоу, 6 октября выложила в социальную сеть скриншоты переписки с Вертучи, которые подтверждают эти слова. Пора прекратить молчать о том, как Вертучи использует свою власть в Hustler Casino Life для домогательств и заставляет свидетелей молчать, написала она. В сентябре прошлого года Вертучи в одном из сообщений спросил Макбрайд, будет ли она играть на стриме. Она подтвердила. «Собираешься показать декольте, да?» – спросил Вертучи, добавив эмодзи с апельсинами, намекая на ее грудь, и поинтересовался, есть ли у нее все еще этот парень. Макбрайд отшутилась, подтвердив, что у нее есть парень. «Это плохо», – ответил Вертучи. «Мы могли бы хорошо провести время». Позже Вертучи спросил, не может ли он получить небольшой предпросмотр до игры, чтобы он мог выбросить это из головы. Макбрайд ответила отказом, после чего Вертучи уточнил, что имел в виду в футболке и что не хотел ее обидеть. Макбрайд, впервые появившаяся на стриме в июле 2022 года, рассказала, что это были не первые сообщения от Вертучи с предложениями встретиться. «Но это были самые жуткие», — ответила она, добавив, что Вертучи делал и устные намеки. «Он сразу начал приглашать меня на свидание. Я отказывалась, но он продолжал настаивать», — рассказала она. Макбрайд пыталась игнорировать это и продолжала участвовать в стримах Hustler Casino Life. «Я не вышла с этим год назад», — объяснила она. «Хотела просто посмеяться и продолжить играть». Она добавила, что многие терпят домогательства. Hustler Casino — это отличный стрим, и все хотят на него попасть. Последнее появление Макбрайд на стриме было 17 июня. В тот же месяц она узнала, что ее забанили. «Я не могу придумать другой причины, кроме того, что Ник зол на меня за отказ», — сказала она. После того, как Макбрайд обнародовала обвинение, Вертучи пытался узнать информацию о ней через других игроков и спрашивал местонахождение домашних игр, в которых она участвовала. «Сегодня вечером Ник пытался узнать адрес, где я играю в домашние игры, и накопать на меня компромат, говоря, что его действие – это моя вина из-за того, как я одеваюсь. Hustler Casino – это тот организатор шоу, с которым вы хотите ассоциироваться». Макбрайд надеется, что ее история поможет другим жертвам Вертучи публично выступить с обвинениями. «Я понимаю, что люди хотят сохранить свою работу, хотят иметь возможность играть на стриме, хотят сохранить хорошие отношения с Hustler. И многие из них были свидетелями этого. Многие из них испытали подобные вещи. И я понимаю, что они не хотят высказываться. Но я действительно надеюсь, что люди начнут говорить. И когда несколько человек осмелятся, тогда мы сможем увидеть изменения и позитивное развитие стрима». Уже через день, 7 октября, известная игрок Китти Куо также сделала публичное заявление не в пользу Вертучи. Она подтвердила историю 4-летней давности, когда Ник показывал ей дикпики на своем телефоне прямо за столом во время кэш-игры. Тогда Китти не впечатлилась ни содержанием, ни формой, о чем и сообщила агрессору, чем его очень разозлило. Пользователи X нашли видеопруф, как другая покеристка Сашими обвиняет Вертучи в харассменте, когда он, по всей видимости, гладил ее ухо без разрешения. Stop, please. Okay. You don't like that? No. Did it scare you? No, it's sexual harassment, you know? Oh, stop. No, Uh-oh. You're joking. no, I'm serious. By making a bug in your ear? Yes. Okay. Одним из самых громких критиков Ника стал Гаррет Адельштейн, легенда Hustler Casino Life.
Он осудил попытки Вертучи выследить Макбрайд и выразил надежду, что он не станет посвящать годы своей жизни беспомощным попыткам опорочить имя покеристки. Матт Берки, другой игрок, имевший конфликт с Вертучи, также поддержал Макбрайд и похвалил ее за смелость. Он даже обсудил этот вопрос в одном из эпизодов подкаста Only Friends. Даг Пол обвинил Вертучи в том, что тот использует свое положение, чтобы домогаться к женщинам, и сказал, что все, что менее радикально, чем полное удаление его из шоу, абсолютно неприемлемо. Уже через 3 дня после публикации скринов стало известно, что сооснователь Hustler Casino Live уходит из популярного покерного стрима. Информацию официально подтвердил другой сооснователь шоу Райан Фельдман. Миллионы фишек украдены средь бела дня на мировой серии покера. Что же произошло на самом деле? Эта история разлетелась по покерным форумам и социальным сетям мгновенно. Речь идет о дерзком ограблении, произошедшем во время одного из крупнейших покерных турниров мировой серии покера. Но не спешите представлять себе сцены из фильмов вроде «11 друзей Оушена». В Вегас давно не ездил? Хочешь очистить казино? Здесь не было ни масок, ни таинственных грабителей, скрывающихся в темноте. Все произошло прямо на глазах игроков и зрителей в самый разгар события. Пострадал профессиональный покерист Брайан Смит, более известный в покерном сообществе под псевдонимом Смитти. Итак, давайте разберемся, что произошло. Турнир под названием «Гладиатор» привлек более 20 тысяч участников. Смитти оказался в раздаче с 2 другими игроками, в том числе с легендарным Меном Нгуеном, известным как Мэн Мастер. Брайан пошел ва-банк с рукой валет пятерка, что уже вызывает много вопросов в покерных кругах, а его оппоненты держали тузов и королей. Когда на ривере Брайану пришла пятерка, он утроился, выиграв огромный банк. Однако радость его длилась недолго. Буквально через несколько минут он осознал, что из его стека пропало 4,5 миллиона фишек. Ситуация стала еще более подозрительной, когда запись с видеокамер, предоставленная пользователем одной из социальных сетей с ником Tilted Tay, показала, что Мен Нгуен во время радостных возгласов Смитти каким-то образом забрал часть фишек обратно в свой стек. Это событие сразу привлекло внимание как игроков, так и организаторов турнира. Мировая серия покера — это не просто игра, это огромные деньги на кону. В данном случае речь шла о реальных 30 тысячах долларов, и инцидент оказался сложнее, чем может показаться на первый взгляд. После того, как Брайан обнаружил исчезновение своих фишек, он сразу же обратился к организаторам турнира и сообщил об этом. Турнирная команда, включая директора, попыталась разобраться в ситуации. Первоначально было предложено, чтобы Мен и Стивен Фи, второй игрок в раздаче, вернули Смитти часть фишек, по 1 миллиону каждый. Однако Брайан настаивал на том, что он должен получить обратно все 4,5 миллиона фишек. Тем не менее, организаторы не смогли быстро решить ситуацию, несмотря на наличие видеозаписей, и игра продолжилась. Мен Нгуен, хотя и прославился своими покерными достижениями, также известен как один из самых скандальных персонажей в мире покера. Ему неоднократно предъявлялись обвинения в нечестной игре, в том числе в чип-дампинге, умышленной передаче фишек другим игрокам, а также в нарушениях правил турниров. За свою долгую карьеру Мен не раз оказывался в центре покерных скандалов. Например, в 90-х годах ходили слухи, что он был исключен из казино Foxwoods за нахождение в его номере отеля дополнительных фишек для турнира. Однако эти слухи не подтвердились, и, как позже рассказывал менеджер казино, причина его выселения из отеля была вовсе не связана с фишками, а с тем, что его друг готовил рыбу в номере, что активировало пожарную тревогу. Вернемся к нашей истории. Игроки за столом единодушно поддержали Брайана, утверждая, что фишки были действительно взяты Меном. Однако Мен, как и обычно, отрицал все обвинения, утверждая, что это ошибка. И несмотря на все свидетельства и видеозаписи, итоговый вердикт остался двухсмысленным. Организаторы приняли решение компенсировать Брайану часть пропавших фишек,
Однако полная справедливость так и не была достигнута. После завершения турнира многие участники покерного сообщества выразили свое недовольство тем, что Мен все еще допускается к участию в таких крупных событиях, несмотря на его многолетнюю репутацию читера. Даже известные игроки, такие как Майк Матусов и Скотт Сивер, активно высказывались в социальных сетях, осуждая происходящее. Сивер, например, написал в своем твиттере, что любой судья, ставший на сторону Мена в подобных ситуациях, должен быть немедленно уволен и лишен права работать в покерной индустрии. В заключении можно сказать, что эта история вновь подняла вопрос о прозрачности и честности турниров на мировой серии покера. Если камеры не могут помочь в таких ситуациях, возникает вопрос, зачем они вообще нужны? Как справедливо отметил сам Смитти, игроки не могут полагаться на турнирную систему, если такие инциденты остаются без должного расследования и решения. Хотя сам Брайан закончил турнир на 26-м месте и заработал $177 тысяч, осадок от случившегося остался. Вопрос о том, как следует поступать в таких ситуациях и что делать с игроками, которые неоднократно нарушают правила, остается открытым. На данный момент Мен Гуен был временно отстранен от участия в одном из предстоящих крупных турниров. Но будет ли это временное наказание достаточным? Время покажет, насколько серьезно покерные организаторы относятся к таким инцидентам и готовы ли они навести порядок в своих турнирах. На этом все. Пишите в комментариях, осуждаете ли вы поведение Вертучи и что думаете по поводу такого очевидного воровства фишек на мировой серии. И не забудьте посмотреть на канале прошлый выпуск покерных скандалов. Должен ли игрок вернуть деньги, если соперник ошибся в прочтении руки? Подсказки с Рейла чемпиону в СОП. Нечестная игра или можно? Почему NBA звезде Джимми Батлеру закрыли доступ на шоу Hustler Casino Live? Пока!